Приветствую, друзья! Opel Vectra B 95 2002 год. Он выпускался в трех кузовных вариантах. Это был седан, лифтбэк и универсал. На мой взгляд, у автомобиля вообще замечательный дизайн. В салоне довольно уютно и приятно. Вся велюровая обивка очень хорошего качества. Приятная на ощупь пластмасса. Свободного места достаточно для всех пассажиров. Багажное отделение также имеет приятную вместительность. И вообще салон Vectra очень напоминает салон Омега B. Здесь также присутствует бортовой компьютер, у которого со временем отдельные пиксели экрана перестают работать и требуется перепайка контактов. В зависимости от комплектации различались и органы управления температурой в салоне. Это либо было с климат-контролем версия с электронной регулировкой, или при его отсутствии это был традиционный механический блок регулировки. Стоит заметить, что в автомобиле хорошая печка и теплошумоизоляция. В сочетании с многорычажной задней подвеской получается довольно-таки комфортная езда. Тормоза автомобиля неплохие, особенно в версии с двигателем более чем 1.6, где установлены задние дисковые тормоза. В версиях с двигателем 1.6 задние тормоза барабанные, со своими недостатками, один из которых это автоподводчик колодок, который в силу своей конструкции под воздействием влаги перестает функционировать, и авто тормозит только передними колесами. К коробкам передач и рулевому управлению претензий как таких нету, передачи переключаются внятно, и передаточные числа подобраны довольно грамотно. Рулится автомобиль хорошо, приятно, хотя до идеального управления еще далеко. На мой взгляд, главным недостатком автомобиля, конечно, есть кузов в сочетании с возрастом. Кузов ржавеет очень сильно, особенно в местах повреждений или плохого ремонта. Ну и, увы, с этим ничего не поделать, кроме периодической профилактики. Как вы знаете, Opel считается самым сильно ржавеющим автомобилем. Это касается всего автомобильного ряда до 2003 года, с которого началась применяться локальная оцинковка. У Vectra B ситуация с антикоррозийной защитой лучше, например, чем автомобили Opel 80-х годов выпуска, но все равно спустя 10-12 лет эксплуатации на кузовах неизбежно появляются следы глубокой коррозии. Из двигателей я расскажу о наиболее распространенных. Это бензиновый 1.6, 1.8, 2.0 и два дизельных 1.7 и 2.0. Бензиновый 1.6 это самый слабый и самый неудачный из двигателей этой модели. Динамика с этим двигателем страдает, и для нормальной езды его необходимо хорошо раскручивать, что сказывается и на расходе, и на ресурсе двигателя. Еще здесь такой конструктивный недостаток. Этот двигатель отличается повышенным расходом масла. Есть еще у него одно больное место. Это место сальника коленвала. Сальник часто течет. И установка нового сальника порой не решает проблему, так как выработка появилась уже в самом месте прилегания сальника к коленвалу. 1.8 и 2.0. Это двигателя очень похожие по внешнему виду, и по своей функциональности, и по своим плюсам с недостатками. Это хорошие двигателя, но своими минусами. У них часто течет клапанная крышка, так как она выполнена из вязкой текучей пластмассы, которая со временем коробится. Забивается клапан EGR, который отвечает за экологию. Выходит часто из строя датчик распредвалов, из-за чего двигатель переходит в аварийный режим и не раскручивается больше 4500 оборотов. И также неисправность бывает с датчиком коленвала. Много случаев, когда выпускной коллектор трескается или нарушается его посадочная плоскость из-за искривления, и поэтому в этих местах прорываются выхлопные газы, ну и соответствующий шум из-за этого. Динамики этих двигателей достаточно для этого кузова. 2.0, конечно, повеселей, 1.8 тоже достаточно. Эти двигатели любят обороты, и на низких оборотах они вялые. Двигатель 1.7 это двигатель разработки компании Isuzu, и я считаю это лучшим двигателем, который вообще когда-либо устанавливался на автомобиле Opel. Это относится к дизельным двигателям. Этот двигатель экономичен, надежный,
тяговит, и вообще при надлежащем уходе он вообще безотказный. С ним никогда никаких проблем не бывает. 2.0 этот двигатель по ощущениям довольно неплохой и экономичный, но, как показывает практика, случаются поломки системы впрыска и турбонаддува. Особенность этого двигателя в приводе механизма ГРМ, он осуществляется цепью. Других каких-то выраженных недостатков в этом двигателе нет. В целом я считаю автомобиль приятным, довольно современным на теперешнее время дизайном, комфортный салон, хорошая печка, оснащен довольно неплохими двигателями. Огромный минус — это кузов. Покупая такой автомобиль, имейте это в виду и приготовьтесь к кузовным работам. Также внимательно смотрите на все важные кузовные места при покупке. Это обязательно. Желаю всем удачи, подписывайтесь.